Удар по американскому судну, заявление о вторжении, столкновение на границе, военные открыли огонь и дали бой американцам. Первые потери среди тех, кто был под флагом США. Масштабная авиаатака, ВСУ бьют тревогу, новые цели российской армии, уничтожена дамба, куда хлынула вода. Уничтожение американских истребителей, потеря 2 F-16 за сутки. Военные заявляют о пилоте «Шахиде». Детали. Громкий арест в Германии. Задержан киллер, убивший советника украинского президента. Из какой страны подозреваемый? На Западе заговорили о победе Украины и распаде России. Борис Джонсон, приехавший в Киев, озвучил сроки завершения войны. Что сказал о Путине? Зеленский заявил о спецоперации внутри страны, арест командующего и представителей СБУ. Дело на $35 миллионов. Что происходит? Украина стремительно стареет. В Верховной Раде не видят массовых конфликтов между гражданскими и военкомами, а мир удивляет пенсионер. Он отказался от $15 миллионов в обмен на его поля и сараи. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Поддержите прямо сейчас лайком, комментарием и репостом, а я начинаю. В Украине не фиксируют массовых конфликтов между гражданскими и представителями ТЦК, то есть военкомами. Такое заявление сделали в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Член комитета Вениславский уверяет, конфликты есть, но их очень и очень мало. Об этом он рассказал в эфире радио НВ. Когда же ему привели статистику жалоб, которые получил от украинцев уполномоченный по правам человека Верховной Рады, Вениславский ответил, что статистика обращений к омбудсмену, около 6 тысяч жалоб за год, составляет менее 2% от общего числа мобилизованных. Кроме того, депутат уверяет, что Зеленский поставил задачу новой команде Минобороны разработать более справедливую и менее конфликтную модель мобилизации. А теперь давайте послушаем, какую статистику озвучил Вениславский по количеству конфликтов. Но опять же, давайте не говорить, что очень часто, очень массово и так далее, потому что и статистика есть, о которой мы можем говорить. Таких случаев, к счастью, как я уже неоднократно говорил, на мой взгляд, до 5%. А по мнению других руководителей сектора безопасности обороны, до 1%. Но это точно не является массовым. То есть у нас нет 30 или 20 или 10 тысяч в месяц конфликтных ситуаций. Они исчисляются десятками, к большому сожалению, иногда сотнями. Украина стремительно стареет. Страна входит в число 30 стран мира с самым старым населением. Об этом говорится на сайте Минсоцполитики. Почти 22% граждан страны – люди в возрасте 65 лет и старше. В связи с этим государство развивает политику активного долголетия, направленную на поддержку пожилых людей. Власти признают, что демографическое старение становится одним из ключевых социальных вызовов для страны. В Киеве при этом заявили, с 1 марта пенсионерам стоит ожидать индексации пенсий на 12%. Минимальная пенсия для неработающих пенсионеров вырастет на 300 гривен до 3406 гривен. Это примерно $92. Средний размер пенсии после перерасчета по предварительным оценкам составит около $176, а индексация направлена на частичную компенсацию инфляции и повышение уровня социальной защиты пенсионеров. При этом максимальная пенсия останется без изменений – 25 950 гривен. Это около $700, говорят в профильном ведомстве. Цитирую. Такой предельный размер установлен законом и не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. В то же время это ограничение не распространяется на пенсии, назначенные защитником Украины во время российской агрессии, в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. Знаю, что среди зрителей много украинцев старшего возраста, многие из вас уже на пенсии. Просто интересно ваше мнение по поводу и индексации, и размеров на фоне существующей ситуации в стране. Очевидно, что приходится сводить концы с концами. Или, может, я ошибаюсь. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях. Громкий арест в Германии. Силовики вышли на киллера, который убил советника президента Януковича, адвоката Портнова. 9 выстрелов у школы, международная охота и тень большой политики. В немецком Хайнсберге, у границы с Нидерландами, спецподразделение немецких силовиков совместно с мадридской 5-й группой по расследованию убийств задержало предполагаемого исполнителя. Как пишет испанская пресса, это украинец из Донецкой области. Именно этот человек, по версии следствия, 21 мая 2025 года открыл огонь на поражение и убил бывшего нардепа у ворот американской школы в Пасуэла де Аларкон.
Теперь главные подозреваемые под арестом. Выданы европейский ордер на арест и ордер на расследование. Идут обыски. Материалы засекречены. Имя и мотивы задержанного пока не раскрываются. Цитирую, что пишет испанская пресса. Гипотеза агентов на момент преступления заключалась в том, что убийство совершили трое. С одной стороны стрелок, с другой два сообщника, которые обеспечили отход от места преступления в сторону парка Каса-де-Кампо в Мадриде, обширной лесопарковой зоны, соединяющей столицу с Посуэла-де-Аларкон. Портнов – фигура громкая и спорная, ключевой советник Януковича под санкциями США с 2021 года, после отъезда из Украины в июне 2022 жил в Мадриде, уточняют СМИ. На Западе заговорили о победе Украины, пока же Киев еще не победил в войне, а война длится так долго из-за робости Запада. Такое заявление сделал экс-премьер Британии Борис Джонсон, который накануне приехал в Киев. Он считает, что война может закончиться уже в этом году, если Запад перестанет бояться и начнет по-настоящему давить на Путина. Эти слова прозвучали в интервью Дмитрию Гордону на его канале «В гостях у Гордона». Джонсон призвал дать Украине все необходимое оружие, конфисковать замороженные российские активы, перекрыть торговлю нефтью и уничтожить теневой флот. Он также считает, что только тотальное экономическое и военное давление способно заставить Москву пойти на сделку. При этом он не видит трагедии даже в возможном распаде России, называя ее империей, которая десятилетиями расширялась за счет других. По его мнению, судьба России – это проблема самой России, а Украина обязательно станет свободной и победит. Далее цитата. И я хотел бы сказать вам, что все закончится в этом году. Война действительно может закончиться в этом году, если бы Запад перестал быть таким благодушным и дал Украине действительно то, что ей нужно, и оказал давление на Путина. Потому что мы оказываем на Путина далеко недостаточное давление. Переговоры отменены и перенесены. Встреча украинцев, россиян и американцев, которая должна была пройти на этой неделе, не состоялась. Однако речь не идет о полном тупике. Диалог продолжится, но уже в начале марта. Российские СМИ пишут: место встречи еще не определено. При этом причины переноса не уточняются. Киев тем временем заявляет о срочном звонке из Вашингтона. Зеленский и Трамп созвонились вечером 25 февраля. В конференции участвовали также Кушнер и Уитков. Представители Киева и Вашингтона проведут переговоры в Женеве уже 26 февраля. Зеленский вновь заявил, что итогом всех переговоров должна стать его встреча с Путиным. Цитирую. Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она даст возможность перейти к переговорам на уровне лидеров. В Москве при этом рассказали, готовится ли в ближайшее время разговор Путина и Трампа. Ответ таков. В настоящий момент нет, ответил Песков на вопрос, запланирован ли у Путина разговор с американским президентом. Коррупционный скандал в оборонке, арест командующего и выход на своих. В Украине очередная громкая история. СБУ задержала полковника воздушных сил и главу управления службы безопасности. Заявляется, что разоблачена масштабная схема хищения средств оборонного бюджета. Задержаны в частности командующий логистикой командования воздушных сил ВСУ. По данным следствия, речь идет о 1,5 миллиарда гривен, выделенных в мае 2025 года на строительство защитных укрытий для стратегических аэродромов. Это практически 35 миллионов долларов. Проверки показали, проекты не соответствовали требованиям безопасности, укрытия не обеспечивали должной защиты самолетов, а стоимость работ была завышена. Однако подрядчикам все равно перечислялись авансы. Чтобы остановить проверки, фигуранты по версии следствия организовали передачу взятки в размере около 13 миллионов гривен, то есть подкупали определенных людей в обмен на молчание. Подозреваемых задержали с поличным во время передачи 320 тысяч долларов США. В СБУ подчеркивают, коррупция во время войны приравнивается к измене, а наказание будет неотвратимым. Мы продолжаем курс на самоочищение службы и других составляющих сил обороны. Это критически важное направление работы, поскольку коррупцию во время войны можно приравнять к измене. Это недопустимое явление, которое мы в дальнейшем будем бескомпромиссно искоренять. Причастные к этому преступлению ответят по закону. Всех, кто задумывается о подобных действиях в будущем, предупреждаю, наказание будет неотвратимым. На фоне недавних и других коррупционных скандалов, к которым причастно окружение Зеленского, сам Зеленский заявил о начале чисток. Он анонсировал новые операции внутри Украины.
Были доклады Службы безопасности Украины. Я поручал Евгению Хмари и Александру Покладу работать над очищением службы от тех, чей интерес совсем не Украина. Уже есть результаты. Сегодня были соответствующие задержания, и очень важно, чтобы были справедливые приговоры. Каждый на государственных должностях должен работать на Украину и ради Украины. Другого не будет. І заради України. Іншого не буде. Масштабный авиаудар, прилет трехтонной авиабомбы. Россияне ударили по дамбе в районе Осиково, это Донецкая область. Главная цель – парализовать логистику ВСУ. Масштабный подрыв вызвал подтопление. Вода дошла до трассы Дружковка-Константиновка и превратила участок дороги буквально в озеро. Украинские военные бьют тревогу. Это попытка российской армии отрезать Константиновку от снабжения и создать условия для более серьезного давления на оборону, заявляют аналитики. Мониторинговый канал Deep State пишет, что остановить логистику россиянам не удалось, у ВСУ остаются другие пути подвоза, и система снабжения продолжает работать. Кроме того, аналитики пишут, что удар по дамбе выглядит как подготовка к более решительным действиям. ВС РФ прощупывает оборону по периметру, ищет слабые места, особенно в направлении Ильиновки и Берестка. Далее цитирую. Поэтому ночью россияне решили применить трехтонную управляемую авиационную бомбу, уничтожив дамбу в районе населенного пункта Осиково. В результате произошло подтопление местности. Вода дошла до дороги Дружковка-Константиновка, превратив участок в сплошное болото. И проезд по нему сейчас невозможен, по словам самих бойцов. Уже за полночь украинские мониторинговые каналы стали сообщать, что Россия готовит новый удар, но масштабный. Был зафиксирован взлет стратегической авиации. Целью по-прежнему названы энергетические объекты на территории страны. Уничтожение американских истребителей, потеря 2 F-16 за одни сутки с разницей в несколько часов. Появляются новые детали тяжелого удара для ВВС одной из стран НАТО. Турция лишилась многоцелевого истребителя накануне. Теперь Анкара официально подтвердила потери. Военные заявляют, летчик стал шахидом. Официальная формулировка для погибших при исполнении. Создана комиссия, которая должна установить, что привело к трагедии. Далее цитирую. 9-я главная командная авиабаза в Балыкесире – ключевой оперативный центр турецкой истребительной авиации в Западной Турции, обеспечивающий задачи воздушного патрулирования и подготовки над Эгейским регионом. Самолеты с этой базы регулярно выполняют вылеты для поддержания безопасности воздушного пространства и боеготовности пилотов на южном фланге НАТО. И второй F-16 потеряла уже Южная Корея. Пилот чудом выжил. Истребитель F-16C разбился в горной местности в районе Йонджу во время ночных учебных полетов. Пилот успел катапультироваться в последний момент. Во время спуска его парашют зацепился за дерево. По данным ВВС, жертв среди гражданского населения нет. Военные уже создали специальную комиссию для выяснения причин аварии. Инцидент стал серьезным ЧП для ВВС Южной Кореи. Вот что пишут местные СМИ. Министр обороны Ан Гю Бек, находящийся с визитом в Канаде, получил доклад вскоре после крушения и дал указание сделать все возможное для безопасного спасения пилота и тщательного расследования причин аварии, сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Удар по американскому судну, заявление о вторжении, перестрелка в Карибском море. Куба открывает огонь на поражение. Убиты 4 человек, которые были на борту плавсредства под американским флагом. Кубинские власти сообщают о жестком столкновении в территориальных водах своей страны. По данным МВД Кубы, быстроходный катер с регистрацией во Флориде вошел в акваторию у Кая Фальконес, приблизившись на 1 морскую милю к каналу Эль-Пино. Когда пограничники с 5 военнослужащими подошли для проверки, экипаж иностранного судна, как утверждает Гавана, открыл огонь. Командир кубинского патруля получил ранение. Военные открыли огонь в ответ. Кубинская сторона заявляет, что на момент отчета 4 человека на иностранном судне были ликвидированы, еще 6 ранены и эвакуированы для оказания медпомощи. Личности и мотивы экипажа не раскрываются. Расследование продолжается. Далее процитирую заявление МВД Кубы, появившееся на официальных страницах посольства Кубы в США. Перед лицом текущих вызовов Куба подтверждает свою решимость защищать свои территориальные воды, исходя из принципа, что национальная оборона является фундаментальной опорой кубинского государства в деле защиты его суверенитета и обеспечения стабильности в регионе. Расследование компетентными органами продолжается с целью полного выяснения обстоятельств произошедшего.
США заявили, что начали расследование инцидента со стрельбой у побережья Кубы. Государственный секретарь Рубио сообщил, что Вашингтон пока вынужден опираться на информацию, предоставляемую кубинским правительством, и пообещал отреагировать после получения дополнительных данных. Он подчеркнул, что к произошедшему не причастны ни американские государственные структуры, ни военные, ни береговая охрана США. Кроме того, американские власти уточнили, что речь не шла о какой-либо официальной операции правительства США. И напоследок о том, как 86-летний пенсионер отказался от $15 миллионов ради своей земли. Фермер в Пенсильвании Мервин Раудаба сделал выбор, который многие назвали бы безумием. Он отказался от выгодного предложения продать свои сельхозугодия. Девелопер дата-центра настойчиво пытался выкупить его 2 фермы, но фермер, проработавший на этой земле 50 лет, сказал твердое «нет». «Это была моя жизнь, я не заинтересован в уничтожении своих ферм», — заявил он. Вместо многомиллионной сделки Раудаба передал права на застройку некоммерческой организации, но с одним условием и за небольшие деньги. Нью-Йорк-Пост пишет, что Пенсильвания становится горячей точкой для строительства дата-центров, и крупные IT-компании готовы платить огромные суммы за открытые сельхозугодия. Но для Раудаба вопрос был не в деньгах. Его мать умерла у него на руках в семейном сарае, и земля для него — это память и наследие. Пожилой фермер выбрал не прибыль, а принцип сохранить землю для будущих поколений. Некоммерческая организация Lancaster Farmland Trust, сохраняющая земли в округе Камберленд, выплатила фермеру около $2 миллионов, лишь небольшую часть того, что он мог бы получить, передав плодородные угодья под строительство крупного дата-центра. Землю можно будет продать в будущем, но только тому, кто будет использовать ее в сельхозцелях. Друзья, в целом же каждому из вас хочу пожелать материального благополучия и, конечно же, здоровья на все. Спасибо каждому из вас за поддержку и лайком, и комментарием. Хороших новостей, дня и настроения. И до встречи уже завтра.